Дамы и господа, позвольте вам представить героя сегодняшнего сюжета. Одного из. Вот такой вот рыбик. Классно. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, непременно следите за обновлениями. Сегодня я нахожусь на реке, на Дикаре. Называется она Западная Березина и находится в Налибовской пуще. Сюда я приехала с фидером впервые. Сейчас уже я пробила себе точечку. Буду ловить с глубины 2,2-2,4 метра. Там ямка хорошая у меня. Вроде бы и рыбка там стоит. Буду кормиться прикормкой РС. И буду по возможности показывать вам сегодня рыбу, если она будет. Будем надеяться, что что-нибудь сегодня порадует. Сегодня воскресенье. Сегодня у нас уже такая хорошая, солидная осень, похолодание, сильный ветер. Вообще в Минске штормовое предупреждение. Пока здесь голубое небо и несмотря ни на что светит солнышко. Это хорошо. Здесь вот омут под этим деревом интересный. И вот здесь вот место шире. Видите, у меня здесь есть небольшой подходик к воде. Здесь болотистая местность, поэтому я очень рада, что наконец-то нашла место, где можно подойти к воде и попробовать половить на фидер. Показывает вроде холод, что рыба есть, но вот и зимой показывал, что есть, а на самом деле ее не было. Поэтому доверять холоду я тоже не могу уже. Мне нужно сразу подсак, 2 тычки, мою веселька. Садок мне пока точно не нужен. Так. 3 килограмма корма у меня. Производителем на упаковке с красителем указано, что на 3 килограмма корма используют 1 столовую ложку вот эту вот смеси. Это немного, баночки хватает на много раз. И стоит она копейки, стоит меньше 4 рублей. Но почему-то, кстати, упаковка поплавилась на солнце, когда стояла. Забыла. Прежде чем воду сюда добавлять, нужно было перемешать сначала. Все, потом уже ее увлажнять, для того, чтобы, наверное, весь краситель распределился равномерно по смеси. Надо еще проверить, какая кормушка, какого веса будет стоять на точке. Сейчас пойдем проверять. Минус использования красителя — это то, что очень сильно портятся руки. Очень сильно портятся руки. Портится маникюр. Вот. Но очень помогает, когда нету черного корма. Затемнить прикормку нужно, потому что рыба может в некоторых случаях, на некоторых водоемах бояться. Вода уже холодная. 110-ку. Сейчас пойду проверю, какая кормушка будет стоять. В наших интересах использовать кормушку как можно меньшего веса. Вы спросите, почему? Честно? Еще ни разу 120-я кормушка мне не помешала ловить рыбу.
Но почему-то вот надо так. Так, сегодня одним из фидеров, на который я буду ловить, это будет Сальма Диамонт. В росте 3,9 с тестом до 120 грамм. Решила попробовать на реке этот фидер. Одним из моих первых фидеров был Сальма Диамонт. Только это был не речной вроде там вариант, я уже и не помню. Так, 90 сейчас поставим, посмотрим. Вроде бы неплохо. Фидерочек такой, знаете, легенький. Ничего, хорошенький. Оп. Так, сейчас посмотрим, что будет с соточкой. У меня такое ощущение, что их все сносят в одно и то же место. Они все падают, эти мои кормушки. Хочу добавить в прикормку кукурузу. Для чего? Это крупная фракция. Повторюсь, потому что если подходит крупная рыба, ее необходимо задержать на точке. Если это будет исключительно сухая смесь, это будет пыль. Она немножко поковыряется в ней и с точки, так сказать, уйдет. Кукуруза, она достаточно тяжелая, поэтому будет дольше задерживаться на точке, тем самым может привлечь крупную рыбу. Это мое мнение. Так. На 3 килограмма корма, я думаю, что одна банка это даже мало. Вот такое вот у меня сегодня место. Маленький закуточек. Хорошо, что он твердый. Можно не в сапогах сидеть. Вот так вот я сюда пролажу. Поводок 0,12 с крючком. Таким вот. Гамакацу. Оп. Опарыш. В этой банке у меня здесь лимонник. Ну и, естественно, мотыль. Вот здесь вот каша есть гороховая. На всякий пожарный. Сейчас будем смотреть. Сейчас посмотрим вообще, будет ли поклевка с первого заброса или нет. На последнем выезде на водохранилище поклевки с первого раза не было. Так. Так. И пока в корм, в кормушку ничего не добавляю. Чисто буду пробовать тот, которым только что кормилась, который только что сделал. Сзади куст придется привстать, потому что боюсь, что поводок зацеплю. Так вот, посмотрим. Вот куда-то вот.
О, вот уже есть поклевочка маленькая. Что-то небольшое дергает. Видно, что трогает там. Что-то. Сейчас посмотрим. Наверное, мотыля кто-то смокчет. Вот не знаю, когда маленькие такие подергунчики, есть смысл доставать или нет. Есть. Оп. Сейчас посмотрим, что тут у нас за рыбка. И вообще будет ли на таком маленьком подергунчике какая-то рыбка. Ну, смотреть. Нету на этом мелком подергу. А, есть. Смотрите, какая хорошая товарная у нас с вами уклеечка. Что это значит? Это значит, что нужно взять и в прикормку, конечно же, добавить какого-нибудь сиропа. Раз у меня там уклея, значит, у меня достаточно сильно пылящая прикормка, поэтому я попробую использовать бисквитный сироп для того, чтобы ее склеить и сделать неинтересной для этой мелочи, понимаете? Вот. Все, прикормка более липкая сейчас получилась у меня. Угу. Так и надо нам. Липенькая. Плохо. Но глубина вообще-то здесь для этого места 2 метра, вокруг метр, 1,5 метра. Я думаю, что это, ну, как бы яма. Давайте попробуем чисто горстку белого опарыша. Ну вот еще какая-то рыба. Что, опять уклея, что ли? Сейчас посмотрим. Очередная какая-то мелочевочка. Такая вот какая-то рыбка. Не знаю, что за она. Как вы думаете, что это за рыба? Оп. Ясно. Давайте тогда попробуем, что возьмет на голову мотыля у нас. Здесь точно есть главль, поэтому будем пробовать соблазнять. Знаю, что главль очень любит опарыш. Так, что у нас за рыбка? Что-то поинтереснее. Наверное. Сейчас посмотрим. Так, ничего интереснее. Обычная уклейка просто очень хорошо передает фидер поклевку в руку, видите? Вот, поклевку сопротивления рыбы в руку. Такая вот товарная уклейка. Что-то даже поддергивалось. Интересно, что там у нас. Уклейка. И снова уклейка. И снова это уклея. Очень холодно. Уже даже в зимнюю куртку переоделась. Там, где сижу, ловлю, ветер дует прямо в лицо. Сегодня щущая погода. Похолодание. Очень. Пока только уклея. Клюет на все подряд. На опарыша, на мотыля. Опарыш белый-красный, бутерброды, на все. Сейчас еще червя попробую, кстати говоря. Очень поздно стали ловить. Должны были уже сесть в 7 часов утра, сели только в 9, потому что искали место. Несколько раз застряли в лесу, это вообще смешно. А зато здесь светит солнышко. Классные берега. Такая березина мне нравится. Здесь хорошо. Так.
Пока сходила, покушала, что-то оторвало мне поводок. Точнее. Так, сейчас. Сейчас. Что-то клюнуло. Блин. Ну, как всегда. Поклевка была хорошая. Что-то идет. Оборвала крючок. Оборвала поводок. Друзья, только что была шикарная поклевка, я ее увидела, и у меня оборвало поводок 0,12. Сейчас я себе поставлю 0,14. На самом деле я просто сделала очень длинный поводок. Я сделала поводок где-то 1,20 м. Предполагаю, что, скорее всего, это клюнул голавль. Сейчас я сделаю толще поводок, снова заряжусь и буду ждать его поклевку. Ну и плюс ко всему я решила вместо второго фидера здесь вот под себя забросить мах. Резкая поклевка была. А я знаю, на что клюнул. Я вспомнила. Знаете, что я поставила? Я поставила опарыш с кукурузой. Я поставила... Нет, я поставила... Там был один кастер коричневый, куколка от опарыша, и одна кукуруза. А у меня первая рыбка, смотрите, на маховую удочку. И это классно. Смотрите, какая плотвичка. Классно. Супер. Я смотрю, у вас, мужчины, совести вообще нет, да? Вы не видите, что я с фидером здесь ловлю? Вы ж мотор не включали. Ну так вы прям над моей точкой вот сейчас вот проплываете. Вам бы было приятно? Нет, правильно. И мне что же неприятно? Я здесь кормлю целый ут. Так я не переживаю, просто было бы ли вам приятно, если бы у вас так плавали над вашей точкой? Чего вы... Так а дело не в этом. Совесть же надо иметь. Есть. Хороший. Хорошенький. Хорошенький. Оп, оп, оп. Видите? Оп, подлещик, блин. Пацаны, я не ожидала. Я не ожидала. Смотрите.
Ого, какой-то он странный. Вроде бы подлещик. Вроде бы подлещик. О, прикольно. Никогда на мах на реке не ловила вот такую рыбу. Прикольно. Оп. У меня снова порвало поводок. Уже второй или третий раз. Хотя бы 0,14. Блин, потому что ну пипец. Рвет как вообще, как волос. Сумасшедшая какая-то. Что там за рыба? Только звук этот услышал. Такой хыш и все. На поводке сегодня использовала вот эти вот 3 лески, вот эти вот 2 0,12, вот это 0,14, вот эти 2 0,12 оборвала при хороших поклевках, но они были очень резкие, может быть какой-нибудь язь, либо голавль, не знаю. На 0,14 не клевала эта большая рыба, понимаете, это парадокс. Вот что делать, если клюет он 0,12, но ее при поклевке просто-напросто обрывает, она вылетает. Я не знаю. Но 14 ставишь, она молчит. По крючкам сегодня использовала вот такие вот гамакацу. Они, видите, не совсем-то и маленькие. Колмик вообще классные крючки, очень острые. Ну и овнер 16 номера, вот у меня здесь один маленький остался. Могу сказать, что овнер в последнее время меня стал разочаровывать. Почему? Потому что он не такой острый, допустим, как те же самые колмики, либо гамакацу. Причем, ладно, если бы острота крючка пропадала впоследствии эксплуатации, но ее нету сразу. Она мотыля, вот опарыша надеваешь, и прям вот она не насаживается, а как будто его рвет. Ой, вот эти вот емкости вообще реально очень удобно. Видите, все сложено, все на своих местах. Ничего не это. Мне вообще так нравится. Такой хороший. Помните, еще говорила, что бэкинг у меня из плетенки. Основная плетенка, которая у меня стоит на моих катушках, это Power Pro различного диаметра. Но в качестве бэкинга я вот сейчас устала брать недорогую плетенку, вот такую вот Касадака. В принципе, меня устраивает. Самое интересное, что я оборвала всю плетенку Power Pro, потому что она идет маленькими мотками по 130 метров. Это, кстати, 150 метров. Я не знаю, почему, может быть, мне это кажется, может быть, что-то еще, но с этой плетенкой реально лучше слетает весь монтаж, чем с Power Pro. Казалось бы, что на катушке не хватает там, да, 135 метров, но летит лучше, чем если есть полностью намотанная плетенка. Так, наконец-то я сегодня смогла воспользоваться своей новой ручкой подсака. Salma Landing Net Handle 300. Дело в том, что когда я была на соревнованиях, я немножко не поняла, ну нафига он мне такой длинный, потому что он 3 метра. Вот здесь вот видите, я стою, и за мной очень много травы. В таких случаях очень удобен длинный подсак, длинная ручка, но самое интересное, что даже в данном случае мне немного не хватило. То есть мне пришлось немножко так хопа подобрать рыбу, представляете? И это ручка 3 метра. Кому интересно, тоже голову я использую прорезиненную, потому что обычные головы из лески, там из этого, мне не нравится. Все эти бедные рыбки, они цепляются за эти вот
как это, дырочки в эти, все это рвется, рыбу жалко, вещи жалко, все жалко. Это хоп, помыл и все. Практически никогда рыба здесь не путается. По поводу фидера, который я сегодня использовала, это Salma Diamond в росте 3,9 с тестом до 120 грамм. Очень легкий, очень посылистый. Я могу сказать, что вполне себе нормальный вариант для рыбалки. Могу сказать так, что прям вот такого вот, что нужно пользоваться только дистансом и ничем больше, я не могу сказать. Диамондом тоже было нормально пользоваться. Мне очень понравилось, что он был очень легкий. Мне кажется, он очень легкий. Почему-то дистансы, они для меня немногим тяжелее. Вот. Нормально. В комплекте с дайверской катушкой вообще. Огонь. Рыбка сегодня клевала, но вся меленькая. Была уклейка, вроде бы елец, плотва, подлещик на маховое удилище. И, наверное, штуки 4-5 поклевок с таким конкретным обрывом. То есть резко дергала удилище вот так вот на стойке, после чего я вытаскивала свой монтаж, и на нем не было крючка. Я думаю, что была какая-то большая рыба. На обрез это было не похоже. Короче, я не знаю, что это было, но это что-то было. Летом рыба лучше клюет. Летом рыбу легче найти, чем, допустим, сейчас. А возможно, сейчас просто очень сильный слом погоды, потому что видели много рыбачков. Сегодня проплывало на лодках, ни у кого не клевало. Может быть, перемена, может быть, что-то еще. Радует, что хотя бы были обрывы, что были такие поклевки, которые могли оказаться зачетной рыбой. Спасибо, что смотрите мой канал. Обязательно на него подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, непременно следите за обновлениями. Почаще выбирайтесь на рыбалочку, на природу. Видите, не клюет, но я не отчаиваюсь. Все равно езжу, все равно получаю удовольствие. И вы должны поступать таким же образом и не отчаиваться, если у вас не клюет рыбка. Всему свое время. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока.